Украина готовит наступление. Кто выдал военную тайну? 6-й удар с начала месяца. Украинцев попросили экономить газ. Дроны ВСУ поразили старейший НПЗ в России. Крупный партнер Москвы готовит удар по российской казне. Новая риторика главы Пентагона. Пит Хексет посвятил России яркую речь. Не договорились, конфликт между Москвой и Баку продолжается. Один убит, остальные ранены. В России совершено нападение на сотрудников ФСБ. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украина готовится к новому, возможно, решающему этапу на поле боя, и США могут поставить для этого не только ПВО и боеприпасы, но и дальнобойное оружие, включая томагавки. Об этом заявил Дональд Трамп. Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Трамп добавил, что более детально он планирует обсудить эти вопросы с Владимиром Зеленским во время визита президента Украины в Вашингтон в пятницу. Хозяин Белого дома в очередной раз сделал послание инициатору агрессии. Все, чего мы хотим от президента Путина, это прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян. Президент США оценил потери армии агрессора в 1,5 миллиона и в очередной раз выразил недоумение, что эта безумная война длится уже 4-й год. Пока Трамп сетовал на недоговороспособность Путина, путинская армия продолжала бомбить Украину. Целью снова была выбрана энергетика. Это уже 6-я атака на газовую инфраструктуру с начала октября. В результате ударов пострадали 4 сотрудников «Нафтогаза», а работа ряда критически важных объектов в нескольких областях остановлена. Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий написал, что компания вынуждена покрыть потери за счет импорта и попросил украинцев экономно расходовать газ. В ночь на четверг, 16 октября, россияне выпустили по Украине около 300 дронов и более 30 ракет, атаковав инфраструктуру Винницкой, Сумской и Полтавской областей. В Полтавской повреждены газодобывающие объекты, а в Киеве и 10 регионах введены аварийные отключения света. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале подчеркнул террористический характер действий захватчиков. Есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор, бьют шахедами с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Президент Украины заявил, что Путин остается глух к призывам, и единственный язык, который он понимает, язык давления с помощью санкций и дальнобойности. Украина пытается отвечать симметрично. Атака беспилотников по российской территории оставила без света населенные пункты сразу в 3 областях. Взрывы и пожары зафиксировали на объектах энергетической инфраструктуры. В Волгоградской области дроны атаковали электроподстанцию Балашовская возле Урюпинска. По данным канала «Крымский ветер», на объекте вспыхнул пожар. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил атаку. В соседней Воронежской области глава региона Александр Гусев сообщил о перебоях с электричеством в нескольких населенных пунктах, хотя, по его словам, 4 беспилотника якобы были сбиты силами ПВО. А в Белгородской области после удара по инфраструктуре в Валуйском округе произошли веерные отключения света. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что аварийные службы заняты восстановлением электроснабжения. В ночь на 16 октября украинские силы поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, один из старейших и ключевых объектов нефтяной промышленности России. Это подтвердили в Генштабе ВСУ. Силы обороны Украины последовательно реализовывают комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию. По данным украинского командования, предприятие перерабатывает около 5 миллионов тонн нефти в год и играет важную роль в снабжении российской армии топливом. Саратовский НПЗ, запущенный еще в советские годы, входит в число стратегических объектов страны-агрессора и теперь, по сути, стал новым свидетельством уязвимости российской военной инфраструктуры.
Еще один, более мощный удар по нефтяным доходам Кремля нанесет не Украина. Индия готова прекратить закупки черного золота у России. Об этом рассказал журналистам Дональд Трамп. Президент США сослался на разговор с премьер-министром Нарендрой Моди. Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что не будет покупать нефть у России. Это серьезный прорыв. После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, заняв место западных стран, отказавшихся от импорта. Но, по словам Трампа, эта ситуация вот-вот изменится. Они, индийцы, заверили меня, что в скором времени перестанут покупать российскую нефть. В то же время Трамп отметил, что Индия сможет покупать черное золото у России, но только после завершения войны. Ранее президент Соединенных Штатов начал экономическое и риторическое давление на Нью-Дели. В августе он ввел дополнительные 25% пошлины на индийские товары, а в сентябре предложил странам Большой Семерки сделать то же. На Генассамблее ООН президент США прямо назвал Индию одним из главных спонсоров войны в Украине. Теперь Трамп заявил, что осталось проделать то же самое с Китаем. На очередной уже 31-й встрече в формате «Рамштайн» союзники Украины договорились. Напрямую оплачивать поставки американского оружия Киеву взяла на себя обязательство большая часть стран НАТО. Как сообщил генсек Альянса Марк Рютте, уже не менее 16 государств присоединились к программе «Пурл». Изначально в нее входили только 6 стран – Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Норвегия и Дания. По данным Reuters, в фонд «Пурл» уже направлено $2 миллиарда на закупку американских вооружений. Но важны не только суммы, но и слова. Особенно стоит отметить выступление шефа Пентагона во время заседания. Если эта война не закончится, если в краткосрочной перспективе не будет пути к миру, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками предпримут необходимые шаги, чтобы наказать Россию за ее продолжающуюся агрессию. Такой риторики по отношению к Кремлю от Пита Хексета мы еще никогда не слышали. Эта война началась не при президенте Трампе, но при нем она закончится. Так что давайте воспользуемся этим моментом, решительно идем к миру в Украине и принесем мир силой. А помните прием Зеленского в Белом доме в феврале? Или прием Путина в августе на Аляске? Много воды утекло. Согласны? Стало известно о еще одной инициативе Белого дома. Как пишет The Telegraph, Дональд Трамп готовит новый проект со звучным названием «Фонд Победы Украины». Наполняться он будет за счет сверхвысоких пошлин на китайский импорт. Собранные средства планируется направить на закупку вооружений для Киева, включая дальнобойные ракеты «Томагавк». При условии, что инициативу поддержат европейские союзники. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идею уже представили партнерам из ЕС накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится в пятницу 17 октября. Согласно плану, ставка пошлины на китайские товары может составить 500%, а вырученные средства пойдут на укрепление оборонного потенциала Украины. Ранее европейские страны отвергали идею санкций против Пекина за закупку российской нефти, опасаясь открытого конфликта с Китаем. Но в последнее время Дональд Трамп показал, что может уговаривать. В России совершено нападение на чекистов. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, инцидент произошел в прифронтовом Белгороде, но украинского следа в ЧП нет. Кровавая разборка в стиле лихих 90-х и фильма «Бумер» произошла у местного бара. Сотрудники ФСБ что-то не поделили с местным рецидивистом, причем спровоцировали конфликт именно силовики. Давай. Нет, ты достал нож. Давай, схлестнемся. 55-летний Игорь К., давно известный в городе криминальный элемент, за которым тянутся обвинения в хулиганстве, вымогательстве, пытках и так далее, оказался проворней. Для 34-летнего Сергея Р., сотрудника Центра спецназначения ФСБ, из Балашихи схватка закончилась трагически. Он скончался на месте от ударов в сердце. Еще 2 чекиста получили ранения.
Была встреча Алиева и Путина, были извинения хозяина Кремля за сбитый гражданский самолет. Казалось бы, многомесячный конфликт между Москвой и Баку должен угаснуть, но похоже, что нет. Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области Ислама Гусейнова лишили российского гражданства. Его паспорт аннулирован 14 октября по решению ФСБ, сообщила журналистка Дарья Касаринова. Теперь Гусейнову запрещен въезд в Россию, однако причины такого решения власти не раскрывают. Официальных комментариев от ведомства пока нет. Гусейнов жил в Ульяновске около 20 лет, возглавлял областной азербайджанский конгресс и активно участвовал в жизни региона, занимая к тому же пост помощника губернатора на общественных началах. Ранее в Баку был заключен под домашний арест Рамис Мехтиев, почти четверть века занимавший пост главы администрации президента Азербайджана как при Гейдаре, так и при Ильхаме Алиеве. Могущественному политику предъявлены обвинения в попытке захвата власти, а в провластных СМИ его называют представителем пятой колонны Москвы, который якобы готовил для страны крымский сценарий. Похоже, во время нашумевшей встречи в Таджикистане Путин и Алиев общего языка до конца так и не нашли. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.